Стрельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Я поздравляю вас с наступившим 2022 годом, годом черного водяного тигра. Пусть я с опозданием, но делаю для вас годовой расклад, но тем не менее, думаю, это будет в плюс, так как я делаю его в первый лунный день наступившего года. Соответственно, все эмоциональные посылы, весь событийный ряд, все ваши планы, цели или желания, они пойдут в рост. Мы их еще грамотно с вами преподнесем, запечатаем, чтобы вы действительно достигли тех результатов, к которым вы стремитесь. Итак, у нас сегодня с вами в работе Таро Золотой Нити, руническое Таро, и отдельно у меня есть колода с сигилами архангелов, которые мы будем использовать для запечатывания желаний. Поэтому подумайте о тех вещах, целях, которые вы себе прописали на 2022 год, чтобы вы могли их воплотить в жизнь. Ну а сейчас настраиваемся на расклад и начинаем смотреть. Общие энергии в плане бизнеса и работы, финансы, вопросы здоровья, личная жизнь, неожиданные события, карта года, карта совет. Что от вас уйдет и что к вам придет. Ну давайте раскрывать. Итак, в плане бизнеса и работы у вас ложится старший аркан правосудия. Правосудие – карта проверок, диагностики, взвешенного подхода к вашему делу. У кого-то это анализ вашей структуры для того, чтобы понять, нужно делать ребрендинг, реструктуризацию и прочие моменты. В плане работы это экзамены, проверки. Это, в принципе, знаете, как внеплановые аудиты, которые могут быть на работе. Но сейчас посмотрим, о чем здесь идет речь. Ну и для кого-то это может быть желание официально открыть свою деятельность, ее вести, ну, скажем так, честным образом зарабатывать деньги. Что же у вас здесь? Тройка пентаклей, пятерка мечей и солнце. Это по принципу выйти сухим из воды. Хотя важнее выйти не сухим, выйти чистым, да? Но вот в вашем случае это избежать каких-то проверок, проблем с налоговыми, либо с теми людьми, которые пытаются каким-то образом вам насолить. Будь то СЭС, МЧС, либо граждане с криминальной наружностью, потому что пятерка мечей у нас предполагает такие вещи. Но, как вы видите, здесь вам удастся обойти этот вопрос. Но здесь, если смотреть по связке карт, это через ваше знакомство либо связи. Если эти карты смотреть и анализировать с точки зрения тех, кто не работает, например, вы не работающий пенсионер, вы домохозяйка, либо вы в декрете, то, как показывают арканы, это попытки найти дополнительный источник дохода. Но тройка пентаклей, пятерка мечей для вас он будет непостоянен, потому что здесь это как время от времени. Солнце у нас указывает на вопросы фриланса и ситуацию, когда вы сами себе выстраиваете рабочий график. Что же касается финансовой стороны вопроса, башня. Не спешите пугаться, объясню почему. Башня – это не всегда крах или кризис. Зачастую это серьезные вложения в структуру. В основном это вопросы сферы недвижимости, будь то строительство, покупка, ремонт, обустройство. Почему я говорю не крушение? Посмотрите здесь на башню, она целостная. Гром, молнии, то есть да, то, что может вас волновать, либо пытаться пошатнуть вашу финансовую ситуацию, но мы сейчас раскроем и посмотрим, как там будет по факту. Отшельник, десятка жезлов и десятка мечей. Здесь у вас будут сопряжены очень большие траты, причем у вас по отшельнику это связано с пожилыми родственниками, потому что здесь для них будете решать их многозадачные проблемы. Сейчас даже посмотрю, что здесь. Видите, паж пентаклей – это, ну, не то, что остаться без ресурсов. Ресурсы здесь чрезвычайно, знаете, в стадии экономии, потому что, еще раз повторю, отшельник, десятка жезлов, десятка мечей. Это серьезным образом тратится. Неважно, что это будет. Восстановление пожилых родственников, либо вопросы с этим связанные. И еще такой момент. Все, что касается каких-либо сделок, несколько раз перепроверяйте, потому что здесь это во что-то вы можете инвестировать. И я не говорю сейчас про недвижимость, а, допустим, торговые биржи, еще какие-то сомнительные, да, для вас могут быть моменты. Там, где вы не имеете опыта, потому что велика вероятность остаться ни с чем. Причем башня, она сама по себе символизирует пирамиду. Поэтому для вас это как рекомендация, совет номер один. В рамках этого года не вкладывайтесь ни в какие сомнительные мероприятия. Видите, по шестерке мечей от них уходить. По принципу лучше
синица в руках, чем журавль в небе. Так, что у нас здесь идет по вопросам здоровья? Здоровье, Луна. Ну, Луна у нас указывает на бессонницы, на эмоциональные переживания. У женщин зачастую это смена гормонального цикла, возрастные изменения, либо то, что может быть связано ну, просто со стрессами, как следствие вопросы гинекологии. И, в принципе, кровоток, лимфоток. Поэтому давайте с вами будем смотреть, на что непосредственно это будет влиять у вас. Так, шестерка кубков, маг и тройка жезлов. У вас это все-таки связано с вопросами сердечно-сосудистой системы, кровотоком и лимфотоком. Ситуация здесь стабильна, но маг и тройка жезлов это то, что необходимо держать постоянно на контроле, то есть рекомендации врачей и умеренная, не чрезмерная, а умеренная физическая активность. Это, знаете, как для, не знаю даже, как вам сказать правильно. Но по связке карт, если дословно донести, для грамотной работы сердечно-сосудистой системы и работы клапанов вашего сердца. Вот, чтобы вот было понятно так. То есть критичного здесь ничего не вижу, но как показывает ситуация, вот это связано непосредственно с этим. Вопрос личной жизни. Суд. Суд – карта семьи, карта рода. Опять же, для каждого из вас она будет раскрываться по-разному. Потому что кто-то из вас свободен, кто-то в любовных треугольниках, кто-то в семье, в стабильных связях. Поэтому и для вас мы будем раскрывать эти моменты. Так, что у нас здесь? Ух ты. Итак, в большей степени, конечно же, повезет свободным. Почему? Потому что по связке карт это повернуть ситуацию вспять. Кто-то здесь у вас нарисуется из прошлого, потому что колесо фортуны – это поворот судьбы, рыцарь кубков, семерка пентаклей после длительного периода ожидания. Кто-то захочет восстановления отношений. Если рассматривать ситуацию, связанную с любовными треугольниками, вот сейчас здесь хотела бы дотянуть арканы, чтобы посмотреть на этот вопрос. Что же у вас здесь? А у вас здесь четко будет отсечение третьей стороны для того, чтобы строить стабильную связь, но с тем, кого вы выберете. Так, для тех, кто у нас в стабильных отношениях. Встречаетесь, сожительствуете, либо у вас семья и брак. Давайте смотреть для вас, что будет здесь. Луна. Видите, здесь темные силы борются со светлыми. Ну, то есть это все-таки бороться за целостность семьи, за структуру. Почему? Потому что здесь могут быть какие-то конфликты и непонимания, потому что вы полностью будете поглощены работой, бизнес-проектами и в какой-то степени, ну как, мало уделять внимания второй половине. Из-за этого могут возникать какие-то споры или конфликтные ситуации. Плюс, видите, здесь Луна и девятка кубков. Смотрите еще какой момент. Это по принципу предупрежден, значит вооружен. Будьте внимательны, потому что кто-то здесь может заинтересоваться вашей второй половиной. Неважно, меня сейчас смотрит мужчина или женщина, потому что Луна и девятка кубков уж сильно кому-то ваша вторая половина приглянется. И поэтому для вас есть ведущий аркан суд. Это как сохранение целостности семьи, сохранение структуры, то есть и попытки вывести отношения на новый уровень. Хорошо, неожиданные события. Звезда. Что же тут у вас за карта? Надежд. С чем вы эти надежды связываете? Смерть, колесница и шестерка жезлов. Смерть, колесница, кардинальные изменения, карта победы. Это, знаете, как сделать какой-то новый рывок, трансформацию. Причем по этим картам это пойти ва-банк в каком-то деле, в предприятии. Но шестерка жезлов у нас карта социальной активности, карта работы, карта взаимодействия. Это как окунуться с головой в какое-то новое направление, новое детище, новый бизнес. То есть или идти на расширение своих горизонтов. Если вы наемный сотрудник, это знаете, как не побояться и прийти заявить, что я готов расти дальше, мне нужна высокая должность. Когда вот, знаете, из серии вам нечего терять, и вам нужно только идти вперед, нужно идти на прорыв. Потому что, в принципе, эта связка арканов, она часто указывает на необходимость выбросить все старое, ненужное, навести в вашей жизни порядок. У многих это кардинальный меняющий поворот в карьере. Это, в принципе, какие-то новости, которые кардинальным образом поменяют вашу ситуацию. И еще такой момент. Если кто-то вдруг переезжает, меняет место жительства, даже элементарно, знаете, меняет жилье, квартиру и так далее, то есть то, что благостно сказывается на вашем состоянии здоровья. Даже энергетически.
Хорошо, что от вас уйдет? Видите, смерть. Уйдет какая-то тягостная ситуация, вопросы сложных трансформаций, сложных перемен. Давайте смотреть, что по факту. Что там у вас? Четверка кубков, дурак и королева мечей. Уйдет хандра, апатия. Из-за ситуации, когда новые дела не начинались, знаете, говорю, не спорились, потому что по королеве мечей были какие-то бюрократические проволочки. У большинства это связано с вопросами документов, оформления, переоформления, получения лицензий, там еще каких-то моментов. Опускались руки, когда уже ничего не хотелось, серия, ну, так говорится, порасти оно все былью. Но вот здесь вот эта тягостная трансформация и ваши усилия, они здесь будут оправданы, потому что эта проблема отходит в небытие, уходит в сторону. Так, что придет? Прорыв, движение, переезд, покупка, допустим, нового транспортного средства. Для кого-то может ознаменоваться и так. Поэтому давайте проверим, что здесь именно. Потому что любой аркан многогранен. Ну, правильнее всего читать карты в связке. Тогда идет более точная информация. Король кубков, девятка пентаклей и звезда. Это, знаете, как ситуация ва-банка, увеличение дохода и заработка, то есть бросить себе вызов. Но вот здесь, повторюсь, будьте бдительны. Вот эта вот ситуация финансовая, та, о которой мы говорили, что вы не вкладываетесь в сомнительные проекты, потому что ну, в рамках этого года у вас будут очень существенные траты и будет во что вкладываться и так. Поэтому здесь, несмотря на вот эти вот, может быть, перспективы, которые вам рисуют, ко всему подходить здраво и вкладываться, пусть, знаете, как в менее доходные проекты, но в которых вы будете уверены однозначно. Вот так. Хорошо. Теперь смотрим с вами карту года и карту совет. Карта года у вас падает императрица, карта совета у вас падает старший аркан сила. Итак, для женщин карта года. Акцент на саму себя, на себя любимую. То есть вопросы здоровья, физического состояния, вопросы внешнего вида, преображения, смена гардероба, смена стиля. Вы в центре вселенной, вы должны это понять, принять и прочувствовать. Вот я люблю себя, потому что пока вы сами себя не полюбите, это избитая фраза, но не полюбит вас никто. Но и здесь императрица – это карта плодородия, карта прекрасного, то есть делать какой-то задел на будущее, во что-то вкладываться крупное, масштабное, солидное, вот допустим, как покупка недвижимости. Вот тогда это будет в плюс, потому что императрица – это, знаете, такой вот, как можно назвать такой некий Плюшкин. Она не только любит одаривать, но она и любит собирать. У нее должна быть финансовая база. То есть вы должны тоже это прекрасно понимать и осознавать. Для мужчин акцент на супругу, на мать, то есть взаимодействие с ними, на осознание того, что для, как бы банально не прозвучало, для старта в жизни вам нужна вам подходящая женщина, потому что с ее начала, со взаимоотношений с ней у вас начнется какой-то вот пиковый период, прорыв. И у вас карта совет падает, карта сила. Это в первую очередь акцент на состояние здоровья, укрепление духа, качества жизни, режима дня, режима питания. Если необходимо, по рекомендациям врача, не только там физическая нагрузка, но и какие-то прием БАДов, либо препаратов, потому что здесь акцент на свои силы, на свои энергоресурсы. Мы сейчас, конечно, это все раскроем, посмотрим более детально. Итак, на карту года, видите, десятка кубков, семья, род, целостность, продолжение рода, накопление. Вот эта вот тема у вас идет номер один, тема личной жизни. И карта совет, видите, вот сила и четверка пентаклей. Вкладывай с умом, прикладывай силы там, где это нужно. И взвешивай все за и против, чтобы не потерять то, что ты имеешь. Видите, здесь четверка пентаклей, она в огне, это потеря стабильности, все горит. Поэтому здесь вот, смотрите, у вас, если обозначить, даже сопоставить по арканам, наиболее знаковые сферы. Личная жизнь и финансы. Это вот две такие темы, которые для вас будут, ну, просто самый топ. Поэтому обратите на эти моменты внимание. Так, хорошо, смотрим для вас карту архангела вашего на этот год. Поэтому думайте о своих планах, целях, о своих желаниях и будем смотреть эту ситуацию. Что же у вас здесь? Рихаэль, тройка мечей. Какой у вас интересный, однако, аркан. Ну, во-первых, он дает долгую жизнь,
То есть это в первую очередь акцент на вопросы здоровья. Вот то, о чем вы, скажем так, ну, отнекивались, либо относились к этому халатно. Вот он вас заставит поменять свою концепцию, свой взгляд на ваши вопросы здоровья и на улучшение качества жизни. Аркан быстро прощающего Бога, который способствует и любви, и покаянию, и, знаете, как подаянию, или как это правильно сказать, то есть любить и отдавать. Быстро лечит раны, исцеляет болезни, способствует развитию отцовской любви, ну и здесь действительно качеству жизни. То есть вот ваши основные критерии и задачи на этот год. А сейчас, пожалуйста, подумайте о том, чего вы хотите. Я тихонечко прочту оговор и запечатаю ваши желания. Все, запечатали. Ну и, конечно же, мы все негативные аспекты для вас перекроем позитивными. Поскольку у вас ключевыми в рамках этого года являются вопросы финансов и личной жизни, соответственно, нам нужно выровнять то, чего вам будет не хватать, а именно финансового плана и стабильности, да, в отношениях. Поэтому мы сейчас так и поступим, так и сделаем. Берем весь негатив и оставим позитив. Так, соберем эти арканы. Так, ведущей силой у вас будет Солнце. Солнце тоже карта плодородия, карта благодати, новых возможностей, активного роста и прорыва. И дно колоды мы вам закроем не старшим арканом, а десяткой кубков. Картой семьи, картой рода, картой счастливой жизни. Плюс Солнце – это ваша солнечная, это огненная энергия, которая вам поможет в реализации ваших планов, целей, идей и задач. И здесь мы перекроем арканом сила для обретения силы, преодоления всех препятствий. И закроем арканом императрица для стабильной семьи, целостной семьи, для появления отношений, счастливой жизни и благодатной жизни. Поэтому пусть именно так у вас и отыграется этот событийный ряд. Я вам искренне всей души этого желаю. Вот таким для вас выходит расклад на этот год. От вас, как всегда, буду по прошествии времени ждать обратной связи, как он для вас отыгрался и насколько для вас был информативен этот расклад. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. Я желаю вам искренне благостного года и до новых встреч.